Почему всю свою жизнь, где я уже принимал решение, не за меня, а я принимал решение, так или иначе я работаю с девушками. Я сам их выбираю, понимаешь? Так. То есть я вот даже пошел на горные лыжи кататься, и у меня инструкторы девчонки. Понимаешь? Работаю с точки зрения, там, стендап делал с Юлькой Ахмедовой, чужие письма теперь с тобой делаю. То есть все время девчонки. Я имею в виду, там работают, которые обслуживают чужие письма, обслуживают плохое слово, которые работают над проектом вот этом в широком смысле. Писем. Да, команда чужих писем тоже, как правило, там на ключевых каких-то позициях тоже девчонки. С чем это связано? Хотя каждый раз потом я думаю, все, никаких женщин больше в моей жизни. Ну, мужикам легче высказывать что-то, понимаешь, и так далее. Ну, как-то легче высказывать недовольство с точки зрения работы. Я не могу сказать, что я супер руководитель в этом ключе. Я не Стив Джобс, который всем, вне зависимости от пола, всем рассказывает, как надо жить, что надо делать и так далее. Но почему-то каждый раз, очень чиста вот это вот какие-то ключевые позиции, с которыми я контактирую в жизни, почему-то они вот прям девушки. Что происходит? Почему-то. Как ты думаешь? Не знаю. Потому что у меня нет женщины, типа. Нет, я так не думаю. Тут я не знаю. Я думаю, что, возможно, тебе легче выстраивать отношения с женщинами, чем с А почему легче? Ну, потому что ты не будешь соревноваться. У тебя же есть патриархальная позиция, поэтому ты не воспринимаешь женщину настолько на равных, чтобы с ней биться, соревноваться и выяснять отношения. Да, думаешь? То есть подсознательно я как будто хочу выделить себя в этих тандемах? Нет, я думаю, что тебе легче в партнерстве изначально занимать покровительственную позицию, ну, как патриархальному мужчине. Привет, Руслан и Ольга. Родился и рос в маленьком городе в полной семье среднего достатка. Насколько благополучная среда была у нас в семье, я не помню и не спрашивал. Но мне кажется, все было норм. Моя мама училась в универе на финансиста, а папа был разнорабочим. Когда мне исполнилось 4 года, папу убили в поножовщине. А еще через год мама окончила вуз и решила ехать в Москву на заработки, оставив меня на попечение своей старшей сестре и ее мужу. В итоге до 5 класса я жил у тети и дяди. Мама примерно раз в месяц приезжала на выходных погостить. Это время я запомнил как счастливое. У тети с дядей своих детей не было, успехов они от меня не требовали и во многом баловали. После 5 класса мама поднялась высоко по карьерной лестнице, купила жилье, автомобиль, дачу и решила, что это самое время, чтобы перевести меня в Москву, чтобы я рос вместе с ней. Так как в семье не было отца, а по ее мнению сын без отца жить не может, мама начала косплеить хардкорного батю и, как по мне, переигрывала. Но если она прям переодевалась во что-то мужское, то, наверное, да. Переодевалась во что-то мужское и трахала баб. А переигрывал, потому что у меня на глазах. Вот такая, знаешь, история. Так как учился я плохо, поводов для конфликта было достаточно, и она их не упускала. Моральное насилие стало в нашей семье нормальным явлением, а физическое насилие было хоть и не часто, но регулярно. По мнению мамы, я должен был стать лучшей версией самого себя, а побои и оскорбления закаляют характер. Учиться лучше мне это, к сожалению, не помогало. В школе я был, что называется, альфа-самцом. Был под 2 метра ростом, в качалку ходил с 13 лет и часто булил своих одногодок, о чем сейчас сильно жалею. Ну, наконец-то. Примерно с 9 класса девчонки начали проявлять ко мне внимание и даже делать первые шаги. Хоть я и натурал, судя по моей истории поиска в Pornhub, и тестостерона у меня было навалом, в финальной стадии сближения я всегда сливался, ища в себе оправдание, что она не очень, найду получше и тому подобное. После школы я поступил в говноколледж в Канаде. Ты вообще охуел, скажи мне. А? Нет? Ну что это такое? Ну окей. В стране, где другой язык, другие люди и другие ценности, и я окончательно замкнулся в себе. Не знакомился ни с пацанами, ни с девушками, и все свободное время сидел дома и посвящал урокам. Так как на Западе девушки больше знают, чего хотят, чем у нас, мне от них порой приходилось буквально отбиваться. И после каждого раза я ругал себя за то, что даже не даю себе шанса. Так прошло еще 10 лет. Сейчас мне 27, я дописываю свою научную диссертацию, и есть предложение от топового университета США продолжить свою научную деятельность там.
Какое крутое письмо вообще. У тебя скоро возьмет интервью Дудь. За все это время я ни разу не социализировался. То есть буквально ни разу не ходил в бар, в клуб или куда там ходят обычные люди. За всю историю у меня было 0 друзей, 0 отношений. С мамой отношения сейчас у меня неплохие. Мы созваниваемся по выходным, не откровенничаем, а общаемся на общие темы и желаем друг другу хорошей будущей недели. В принципе, у меня есть все фичи успешного гения. Я социопат, готов ставить все на кон и могу концентрироваться на одной вещи по 16 часов в день. Жаль только, что мозгов у меня недостаточно. Ну, не сказать. Скорее всего, я стану ученым высокого эшелона, но не высшего. По итогу идеальную карьеру я не построю, а семьи завести не смогу. Грустненько как-то. Ну, наверное. Блин, ни хрена себе у типа самооценка. Мозгов у меня недостаточно. Скорее всего, я стану ученым высокого эшелона, но не высшего. А ты говоришь, что я нарцисс. Ну, не олимпийским чемпионом, конечно. Блин, нифига себе, прикольно, слушай, прикольно. Прикольно читать такое. Не факт, что я хотел бы оказаться на его месте, но такие разные этапы, нифига. Такая, если отбросить все подробности, такая картина из «Гадкого утенка», да, в «Белого лебедя». Ну, имеется в виду, что что-то там мать бросила, что-то где-то был, меня баловали, учился плохо и так далее. А теперь я, скорее всего, стану ученым высокого эшелона. Но не высшего. Но высокого. Да. Слушай, я думаю, что он, круто. Конечно, не социопат, а социофоб. Угу. Ну, то есть человек, который сторонится людей. А в чем разница, кстати? Слушай, социопат – это человек без эмпатии, способный на страшные преступления для того, чтобы сделать эту планету лучше, избавить ее от всех. А социофоб боится с кем-либо это я так объяснил, чтобы понятно было в фильмах, когда показывают социопатов. Это психиатрический диагноз, очень тяжелый, асоциальный. А социофоб – это... Круто, когда слово социопат объясняют еще более непонятным словом эмпатия. Когда ты такой, сейчас мне простыми словами объясняют, что такое социопат. Отсутствие... Давай, извини меня, только заботься о наших зрителях, поясним, что такое эмпатия. Эмпатия – это сочувствие к другим людям. Вот. Собственно, социопаты, не способны к сопереживанию. Не способны. А социофоб – это человек, который боится от слова «фобия», довольно сильно боится общения с людьми, социума. Это социофоб. Не обязательно, что больших пространств и большого скопления народа, но, в принципе, ему общаться с людьми не очень приятно. И он, в общем, рассказывает, что в бары и дискотеки это мне все ваше не надо. Вот. И, в общем, учитывая, что у него была в жизни такая травматическая история, как отец, погибший в поножовщине, то, в общем, базового доверия к миру у него нет. Блин, я вообще упустил это из виду, представляешь? Блин, как хорошо, что я не следователь. Я вообще ничего не раскрыл бы вообще. У него, во-первых, убили отца, базового доверия к миру нет. Мать сначала бросила, он какой-то период пожил там в безопасной среде с тетей и с дядей, а потом мама забрала назад и начала бить и... в общем, психологически... Она как будто, знаешь, вот когда эту часть я читал, как будто бы мать начала вести себя по отношению к нему так, как по отношению к ней вела себя Москва в начале. Знаешь, если говорить о том, что вот она переехала в Москву, пыталась найти это свое место под солнцем и нашла, как мы поняли, да? То есть, может даже, наверное, сказать, человек разбогател. Но, она начала проецировать на него. То есть, это, знаешь, как дедовщина такая какая-то моральная. То есть, меня сейчас тут насиловали. Теперь, чтобы, поняв, что только так можно чего-то добиться, я буду насиловать тебя. Что не очень здорово, конечно. Как будто бы, возможно, мы можем предположить, что у нее было 2 деструктивные идеи. Первая – это то, что я сама прошла через Крым и Рым, как это говорится. Да. Вот это вот Москва. Дедовщина в чистом виде вообще. Судя по всему, да. И она, его научит этой жизни, потому что она вообще вся неприятная, опасная, подтверждая идею, в общем-то, гибели его отца. Или дополнительно, у нее была идея, что так как ты без отца растешь,
то, соответственно, кто-то должен тебе вообще мозги вправить и научить тебя этой жизни, чтобы ты потом вообще за себя постоял. Ну, как он и написал, да, начала косплеить якобы отца, Да, типа вести себя как отец. Да, но при этом, что бы она ни делала, ребенок подвергался абьюзу. Это что плохо, конечно. Ну, а что может быть в этом хорошего? Ничего Насилию, хорошего. психологическому и физическому. То есть, ну, как бы понятно, что он травмирован. Да, в общем-то, история отца и матери. Потом... Ну, учитывая, что, да, еще предыстория, что он жил с тетей и дядей, которые его баловали, то есть он вроде как такой, типа, ля-ля-ля. А тут приезжает в Москву, да. Ну, это как будто, знаешь, вот для меня это как какой-то оазис, спасительный островок, вот это время, где он был с дядей и с тетей, потому что это как будто единственный момент, когда ему было хотя бы безопасно. На сравнение со всем описанным после его жизнью, конечно, да. Хотя бы безопасно. Конечно, да. конечно. Поэтому можно предположить, что, в общем-то, к людям он относится без доверия, как минимум, и получается, что если он с кем-то сблизится, то либо этого человека он может потерять как отца, его могут всегда, условно говоря, этот мир его убить. Или же, если он с кем-то сблизится, его просто могут избить. Или унижать, как мать. Ну, то есть как вот мать. это... Матери не было, потом он с ней сблизился, и началось насилие, да? Да, и он пишет, что сейчас у меня с мамой хорошие отношения. Ну, понятно, хорошие, потому что они на расстоянии. Они сравниваются дежурно. Ну, то есть такие же, как были, когда он был в безопасности, жил у дяди и у тети. Очень вполне себе... Сейчас он типа у дяди, у тети, ну, там, в Канаде или где-то в Да, Америке. условно говоря, он вот в этом своем мирке, да, вот как он в нем жил, как будто он так в нем и остался. И возможности для него какой-то моральной начать знакомиться с другими людьми, выйти, у него нет. В связи с этим, что он вполне возможно, поэтому он действительно так много посвящает времени учебе. Потому что, как я понимаю, в западных университетах то, что он описывает, он действительно должен быть очень хорошим учеником, и его пригласили в другой университет как ассистента профессору, тогда ему оплачивают жилье, обучение, а он ходит везде за этим профессором, слушает, учится у него и ведет какие-то его семинары. Знаешь, как профессор ведет одну большую лекцию, а потом его последует... Блин, но при этом все, что я знаю о западном образовании, особенно канадско-американском, то есть колледжи, университеты и так далее, они достаточно социализированы. То есть если судить по фильмам, по каким-то документальным там кадрам и так далее, ну, вспомни, это все какие-то кампусы, где люди сильно, контактно друг с другом находятся. У нас в университете, ты из университета идешь домой, там они как будто все живут, понимаешь? То есть они из этого университета и никуда не уходят. Ну, если у тебя есть желание, то действительно социализироваться и при этом не курить за школой, да? Не, я про это говорю, что насколько он себя ограничил, что даже в таком месте, где у тебя супер тактильная возможность да, но у тебя всегда общаться... есть библиотека да, конечно, и твое пространство. Ну, то есть, по большому счету, тебя никто не будет трогать. Тем более, я думаю, что ребят, которые очень много времени посвящают учебе, да, и часами там читают или решают уравнения, их в больших университетах в западных довольно много. Да. Вот. А потом он же тебе написал, что это говноколледж какой-то в Канаде, поэтому он совершенно, может, и не хочет общаться со всеми этими... Ну, как будто это изначально был говноколледж, все-таки потом, видишь, он даже в этом говноколледже, условно, сумел выделиться, и теперь ему предлагают какую-то хорошую большую работу. Я так понимаю, он после колледжа продолжил это образование. Нет, я думаю, что ему предложили не работу, а как раз продолжать обучаться вот по этой, программе, да, когда ты переезжаешь... Так прошло это еще 10 лет, да, 27, наверное, все-таки уже он... Но у меня к нему вопрос, зачем он ставит себе потолок? Потолок в каком смысле? Что он никогда не станет, суперизвестным профессором. Как будто он настолько умный, что он это понимает, нет? Знаешь, я думаю, что тут играют две вещи. Когда ты себе рисуешь будущее, которое ты наверняка, как тебе кажется, можешь иметь, это может выглядеть как, знаешь, такой спасительный тоннель. Вот ты его нарисовал, что еще через 10 лет, да, ты не будешь номер один, но ты точно будешь в десятке там условно кого-то. И тогда ты можешь продолжать вести вот этот затворнический образ жизни, продолжать ни с кем не общаться, не пробовать эту жизнь, в которой миллиард вариантов, а идти одному по своему туннелю туда, куда ты себе обозначил, да, условно говоря. То есть это вот для социофоба будущее, которое он себе спрогнозировал, это такой спасительный тоннель или коридор, по которому можно двигаться.
Но что я могу сказать, чего бы мне хотелось от души призвать этого парня, не ставить себе потолок, и, может быть, ему это поможет понять, что дети, подвергаемые абьюзу, очень часто ставят себе потолок ниже, чем они сами могут подняться, потому что у них есть идея, что если ты высунешься, ты получишь по голове. То есть те, кто подвергались насилию, им даже представить, что они стоят на самой высшей точке, страшно, потому что тогда все на тебя смотрят. А если ты привлекаешь внимание, ты можешь попасть под насилие. Да, я понимаю. Прогнозируемое будущее тоже вариант, да, но если есть смелость лучше узнать себя и попробовать эту жизнь, то вполне возможно, вы, молодой человек, узнаете, на что вы способны. Возможно, вы способны на гораздо больше, чем вы себе нарисовали. Альтернативный вариант хочешь? Давай. Он специально строит себе этот коридор. Так. Потому что он так заебался учиться и развиваться, что он говорит, нет, я буду специалистом высокого эшелона, но не высшего. Понимаешь, потому что... Покажите, где у вас там бары. Да, имеется в виду, что, возможно, он как раз осознает, что в нем есть и талант, и так далее, но чтобы стать специалистом высшего эшелона, и, может быть, номером 1, надо продолжать и дальше учиться, знаешь, самосовершенствоваться, куда-то ездить и так далее. Он такой, то есть это вообще всю жизнь теперь один. Знаешь, он как будто бы такой, давайте я остановлюсь, может быть, еще и в бар схожу. Понимаешь? Во всяком случае, хочется открыть это окно в этом туннеле. Хочется в бар чуваку сходить. Да. Хочется... то есть, как я смотрел сейчас, все так балдеют от этого фильма «Последний танец». Смотрел про Давай Джордана? Так, по его словам, ему не хочется. И потому, как он это изложил, я, к сожалению, верю, что ему не хочется. Да. Но я присоединяюсь к твоей фантазии, что очень хочется подумать о альтернативном варианте, что ему действительно хочется уже рвануть эту форточку и окно и начать жить. Да, я про это говорю, что он вполне осознает, возможно, свой талант. Я имею в виду для, человек, который может такое написать, что, скорее всего, я буду... Понимаешь, я не заурядный человек, я гением никогда не буду. Он пишет, я одаренный, но не гений. Знаешь, это такое ощущение, что это слова гения. Который такой, да я не гений, я просто одаренный. Сейчас попробую тебе объяснить. Поэтому мы и призываем его не ставить себе потолок. Да, конечно. Может, он еще не узнал вообще, на что он способен. Надо просто сходить в бар, чувак. Это мы уже не раз... Потом он будет писать биографию и скажет, я написал... письмо. Да. Письма. Если у тебя Дудь будет брать интервью, скажи там про нас. А вы тем временем подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать, когда у нас выходят новые видео. Да. Пишите, пожалуйста, комментарии. Продолжайте присылать письма. Все письма, которые вы прислали, спасибо. Я их все прочитала. Шикарно. Те, которые чаще всего попадались... темы. Когда у нас в Инстаграме будет 50 тысяч подписчиков, 50 тысяч первому мы вышлем Ольгины леггинсы. А я, знаешь, что еще подумала? Кстати, еще тебе не говорила, хочу с тобой посоветоваться. Я подумала, что я могу отдельно, индивидуально разбирать письма по скайпу тех, кто хочет получить такую консультацию. Смотри, в чем плюс? Ты присылаешь мне письмо, я его прочитываю, то есть я его уже проанализирую, ты напишешь все, что хочешь. Я назначаю время. И целый час, 50 минут по сеттингу, я разбираю, уже разобрав, общаюсь с тобой на тему твоего письма. То есть тебе даже не надо тратить время на то, чтобы рассказывать. Ты сел, все сформулировал в таком же формате. Слушай, какие молодые люди нам что-то в этот раз пишут. В этот пул съемок, я имею в виду. Уже не первый раз отмечаю. Привет, мне 21 год. И у меня проблема в отношениях с бабулей. Вот тебе раз. Вообще у нас очень хорошая дружная семья, и происходящее меня очень ранит. Она настоящая боевая советская женщина. Одна вырастила маму, работала на севере и всегда занимала руководящие должности. Тогда понятно. Потом она вышла на пенсию и начала заниматься мною. Мама работала с утра до ночи, и я все будние дни жила у бабули. В 9 классе я стала жить у мамы. Но мы все равно постоянно звоним друг другу и встречаемся. Но пару лет назад она начала ни с того ни с сего меня во всем упрекать и винить. Она говорит, что я постоянно пялюсь в гаджеты, хотя это не так, что я огрубела. Она постоянно все говорит мне наперекор и всем своим видом показывает, что я не такая, как ей бы хотелось.
Хотя я сейчас заканчиваю хороший вуз, знаю 3 иностранных языка, много читаю и интересуюсь всем. Она говорит, что я плохо к ней отношусь. А я всегда стараюсь проводить с ней время, помогать и заботиться о ней. Когда я пытаюсь с бабулей поговорить, начинается скандал. Бабуля говорит, что я еще мелкая сопля и ничего не понимаю. Дошло до того, что я не хочу даже ей звонить. Но я очень люблю ее и знаю, что она меня любит. Я в тупике, не знаю, как мне быть. Извините, что такое длинное письмо, но у меня просто наболело. Я вас очень люблю. Вот так. Блин, ну интересно, с бабулей, нифига себе. Знаешь, я как будто бы в рамках психологии и чего-то еще всегда думал, грубо говоря, дальше отношения ребенок-родитель я не заходил. Ну, типа, во-первых, у меня никогда не было тех отношений с бабушками, с дедушками, как здесь описано. То есть все они были в моей жизни, но там где-то до 15-летнего возраста. Потом мы уже просто тупо перестали туда ездить. Я, по сути, никого не видел. И каждый раз, когда они уходили из этой жизни, там, ну, я, честно говоря, не знаю, хороший я плохой человек, из-за этого даже не испытывал никаких сожалений. Мне просто говорили, умерла бабушка или там умер дедушка. Я такой, хорошо. Поэтому, типа, я не знаю даже, как относиться, понимаешь, у меня не было связи с бабушкой, с дедушкой, чтобы я мог даже как-то понять, сопереживать, что ли, и так далее. Ну, ты очень клево сразу подметил о поколениях, потому что это вообще очень большая тема. И немногие на это обращают внимание, но сменностью поколений Фрейд в том числе тоже очень занимался еще благодаря его непростой биографии. Так очень смещено. Но это я, может быть, в другой раз расскажу. Что тут понятно, что, знаешь, такое происходит с возрастом, да, у бабушек, у них начинаются, какого-то рода претензии и неудовлетворенность тем, что получилось из его ребенка. Они начинают высказывать какие-то... Ребенка? Да. Или внука? Ребенка. Да. И обычно вот это вот недовольство, возрастное от ожидания того, оно спускается иерархически к бабушке, к маме, а к маме, в общем-то, к ее ребенку. Примерно так это выглядит. В связи с тем, что тут бабушка стала мамой для девочки, получилось, что вот сейчас, когда с бабушкой, возможно, в силу каких-то уже возрастных ограничений, происходят вот какие-то изменения характера, то она предъявляет своей внучке, вот она говорит ни с того ни с сего, претензии, которые в действительности адресованы ее матери. Потому что, в общем-то, учитывая, что она вынуждена была стать матерью своей внучки, наверное, претензий там немало. Наверное. Вот. И поэтому получается, что, по идее, иерархически ответственность за бабушку должна быть на маме. То есть, когда там бабушки, дедушки начинают болеть, да, или там начинают немножко, возрастные у них изменения, да, все что же угодно может быть, там может быть и Альцгеймер, и деменция, меняется вообще структура личности. Я тебя прекрасно понимаю. Это принимают обычно родители. Родители. Да, а тут, к сожалению, вот эта девочка, то есть пропуская маму, принимает вот это вот, какое-то бабушкиное изменений и претензий на себя. А откуда вот в старости, даже если нет там каких-то заболеваний, да, появляется, что человек сталкивается со своей ограниченностью. Да, он начинает физически у себя уже чувствовать намного хуже. Это вызывает много злости. Да. То есть, и, соответственно, бабушка может еще просто начинать злиться от того, что она, особенно если женщина занимала какую-то активную позицию, знаешь, такая боевая, это похоже на боевую советское бабушку. время, понимаешь? Да. В жесткий патриархальный период. Да, то для нее тем более терять вот эту хватку, условно говоря, очень тяжело. Тем более от какой-то внучки. Нет, в связи с возрастом, я говорю. Я понимаю тебя, да. И сталкиваясь именно со своей вот этой вот немощностью, она начинает злиться, и она начинает это транслировать. Я пытаюсь объяснить, откуда вот это начинается. Нет, это как раз мне все понятно, да? Она, по идее, это первое, о чем я подумал, конечно. Да, то есть она это, по идее, что тут чисто возрастные уже изменения, и, к сожалению, никуда от этого не деться. Да. Каким бы адекватным человек не был всю свою жизнь, с возрастом, конечно. Просто тут проблема, что, к сожалению, девочке пришлось взять это на себя вместо мамы. Видишь, я так понимаю, доходит до того, что уже бабушка начинает вызывать негативные эмоции. То есть она говорит, я уже не хочу звонить и так далее. Что тоже я понимаю, там, девчонке 21 год, у нее вообще сейчас другое на уме. Да. И старение, и умирание бабушки легло на ее плечи. Да. Потому что это помимо еще общения, которое может усложниться, еще внутрипсихически контейнировать, то есть переварить вот этот страх другого,
да? Ну, то есть у нас, помнишь, я говорила, что сначала, мама наделяет ребенка своей психикой, она выступает для него контейнером. Он плачет, она такая, он хочет есть, знает только маму. Он плачет, у него живот болит, знает только мама. Мамин контейнер работает. Вот этот. Вот сейчас я описываю тот период, когда мама уже пожилой человек, и она сталкивается со своей, помимо экзистенциальных страхов, о чем ты говорил, да, приводя там бабушку в пример 96 лет, которая давайте ИВЛ, да? Да. И сталкивается, с глобальными переживаниями того, что она теряет вообще свою силу, да, то есть она начинает, грубо говоря, постепенно умирать. Она теряет свою силу, тем более, если руководящего звена была бабуля, то она пытается, на самой мелкой. Понимаешь? Я просто доведу мысль, что ей очень плохо психически, и тогда уже по идее, иерархически должна ее дочка выступить для нее контейнером. Ты уже взрослый человек, ты уже понимаешь, что этот человек злится, потому что ему просто плохо. Да. И отнестись, грубо говоря, с пониманием и с эмпатией, с сопереживанием, что происходит. То есть выдержать это. Да, то есть это было бы нормально. Все ложится на внучку. А тут все ложится на внучку. И, конечно, ей очень тяжело. Но внучке можно только сказать, помимо того, что посочувствовать, что это вообще очень тяжело в 21 год столкнуться с такой проблематикой, тем более любимая бабуля, которая, в общем-то, уже становится немножко другим человеком, а это вообще очень тяжело. То есть я сталкивалась с моментом, когда моя любимая бабушка, она начала терять память, и у меня было ощущение, что когда в один вечер, когда я к ней пришла в больницу, и она меня не вспомнила вообще, я видела, что она просто, у нее нет никакой идеи, а это моя любимая бабушка, с которой я провела там все детство на даче, летом в смысле. Да. И у меня было ощущение, когда вышла из палаты, у меня было ощущение, что стерли все мое детство. Ага. То есть все время, которое вот это невероятное, да, которое наполнено вот этим летним солнцем. А кто стер? Она стерла? Или нет, кто-то? у меня как будто если ее нет, она меня не помнит, то я как будто становлюсь одна свидетелем этого, а когда ты один, ты как будто не уверен. Некому доказать, да, что это было? Не то, что это прям у меня настолько было психопатически, я понимаю, да. Но как будто как будто кусок какой-то провалился. Потому что одно дело, когда человек ушел, да, другое дело, что этот человек есть, но он у тебя смотрит, и у него вообще не... Такого у меня не было. Хотя у меня, говорят, дедушка, тоже уже терял там, не понимал, что происходит, кого-то не узнавал, но, еще раз говорю, я с 15 лет перестал ездить в деревню по определенным обстоятельствам. Да. Обстоятельства того, что в стране был. Кошмар полный. Муж там больше стоял вопросом выживания, чем еще о каких-то поездках куда-то. Да, у меня такого не было. Интересно, слушай. То есть и для меня был прям супер важный момент, за который я благодарю Бога, что, уже перед тем, как она ушла, к ней, так как там память... Узнала, нет, да? она там возвращается, и когда мы уже там с мамой были последний раз, бабушка там на айпаде смотрела фотографии, она говорит, а это кто, ты знаешь? Она говорит, да, конечно, это же Альгуша моя. Я так повернулась, думаю, боже, все, теперь я это переживу. Ты Альгуша была? Да. То есть этот момент, когда, знаешь, ты, все-таки, да, ты последний раз, когда человека видел, он видел тебя, и с этим я уже смогла как-то потом быть, потому что... Да. Знаешь, у Джордж Карлина последнее выступление, там, в 70 лет, по-моему, он дал, или там, во сколько, 71, 72. У него прикольная мысль на этот счет, если он говорит, что в старости есть очень много бонусов, можно как минимум начать троллить свою семью. Но он когда говорит, что большой стол, все сидят, какие-то там, кто-то там такие, ой, там, дедушка, как все круто, ты можешь в любой момент повернуться и сказать, ты кто? Это обладает... Прости, я не пытался сейчас исковеркать твою историю, просто что... что это можно делать... Не узнавать людей можно сознательно. Да, безусловно. Понимаешь, да, чтобы потроллить там и так далее. Это будет крутой троллинг, потому что это правда очень шокирует. Я бы охренел, да. Вот я еще приеду к матери, она скажет, вы кто, молодой человек? Я охренею, как минимум. Да. На нее много записано просто, поэтому... Я желаю всем продажным чиновникам, у которых состояние переписано на их мать, чтобы она вас не узнала. Кстати, подумал, ты когда говорила про то, что взрослые люди, которые начинают меняться, да, сознание меняться и начинают много излучать хейта, тут как прикольно, что внучка и бабушка, потому что я подумал, что как таковой самый сильный хейт изливают как раз либо молодые, либо очень старые, знаешь? Молодежь все время хейтит все-таки. Вы неправильно, вы все придурки, не знаете, как жить. Я когда в Москву приехал, я же вообще думал, только я Д'Артаньян.
Я же, когда приехал, думал, все долбоебы, вообще все. Я знал, как жить вообще сильно. Сейчас успокоился. Боюсь, что в старости, знаешь, я буду таким дедом, пердуном сварливым, который такие, все долбоебы. Но в подростковом возрасте это юношеский максимализм, а в пожилом возрасте это уже отсутствие критики, знаешь. Ну у тебя да. что на уме, то Ну да. и говоришь. Нет, я имею в виду не только там подростковый возраст, но и молодые. То есть ей 21 год, понимаешь, я вот про что говорю. Что девчонке как будто самой надо, все хейтить. А тут ее хейтят. Я вот про что говорю. Может быть, еще и с этим связаны сложности, понимаешь? Да. Тяжело хейтить все, когда тебя хейтят. Типа, тот человек, который, в общем, был самый главный для тебя фигура еще. Да. Блин, тут как будто ничего не подскажешь, да? Типа только просто принятие и как все. будто, да, просто девчонке хочется сказать, что не все, что бабушка говорит, и не вся интенсивность ее реакции адресована вам. Во-первых, большая часть это маме, которой просто это не долетает, а часть это злость на потерю уже какой-то, может быть, жизнь. еще даже и не очевидную, какой-то своей может, силы. и 10-15 лет длится, но тем не менее на уходящую жизнь, конечно. Да. Тем более ты тут такая еще и молодая, понимаешь? А вдруг она еще и там сильно похожа на бабушку в 21 год, понимаешь? Мне еще покажи какого-нибудь моего родственника молодого, который на меня сильно похож, я тоже буду его хейтить. Я к племяннику не очень хорошо отношусь, чтобы ты понимал. Это для юмора, я его, безусловно, люблю. Что вы. А ты с ним на равных, соревнуешься? Я не то, что с ним соревнуюсь, я, безусловно, пытаюсь быть чуть-чуть высокомерным, в моем понимании этого вопроса. То есть, я не разговариваю с ним как с ребенком, но как будто все равно я, боюсь... На равных, как будто ты покруче, да? Да, конечно, безусловно. Короче, совета нету. Просто принять, что вот теперь бабушка будет вот такая. К сожалению, да, свалилась на ваши плечи, но всегда хочется посоветовать толерантности и терпимости, потому что очень часто, вот именно в подростковом возрасте, мы забываем о том, как бабушки и дедушки нас воспитывали, любили, как нам было классно. Потом мы такие подрастаем, у нас там свои интересы, институт, все, и мы немножко именно в силу того, что мы вот именно, я тебе говорю, находимся в том возрасте, когда у нас гормоны, другие сферы, мы я сейчас подзабываем. По сути, это и хочу сказать, да, что... Да. Знаешь, я сейчас с этим сталкиваюсь, всегда себя неуютно чувствую, когда даже на секунду об этом думаю. Я иногда звоню матери, не иногда звоню, а иногда бывает такое, что я звоню матери, и прежде чем начать разговор, мне приходится повторить начальное предложение по несколько раз. Потому что она там не слышит, может быть, связь плохая, еще чего-то. И я так с этого бешусь иногда бывает. И я тут же себя успокаиваю, понимаешь, потому что я такой, окей, это нормально. То есть раньше, безусловно, такого не было. Связь не стала хуже. Просто теперь мама вот так делает. То есть там банальные шутки, что прежде чем назвать меня по имени, она перечисляет всех. Это нормально, у меня в семье тоже самое. Это же со временем. Это не было такого, что, знаешь, всю жизнь, прежде чем, когда маме было там и 35-40 лет, она тоже, прежде чем сказать Руслан, говорила Ренат. Да. Поэтому, как сказать, к сожалению, мама начинает превращаться в бабушку. И проявляет поведение, связанное с этим. И иногда я в пылу какой-то занятости начинаю хейтиться из-за этого. Знаешь, моментально, естественно. Я такой, да ё-моё, что мне... Да я не говорю, но думаю так. Что там непонятного я говорю-то, блин? Но потом все себя успокаиваю, такой, воу. И ты тоже когда-то так будешь делать. Все там будем. Да. Но когда это появляется, это из тебя же пышет жизнь. А там из бабушки или там, из более старших твоих родственников, она потихонечку уходит. Поэтому ты такой, да почему же вы не такие же, как и я? Что такого, господи? Просто ешьте фрукты, блядь, и все. Все будет нормально. Че вы? Здоровое питание, и проживем все до 120. Позвоните своим бабушкам и дедушкам. Блин, так получается же, Путин сейчас так же будет себя вести? Понимаете? Он скоро, прежде чем сказать господин Мишустин, будет говорить: Медведев, Рогозин, Мишустин. Блин, слушайте, только ради этого стоит ему позволить остаться, не? Чтобы просто это наблюдать. Например, вот это. Да. Ты кто? Вот, знаете, ради чего, чтобы в Новый год, чтобы он говорил: это был тяжелый день, неделя, месяц, год.
ты посмотри, опять 21 год человек. Ну и класс. Обалдеть, кто нас там смотрит. Ольга, Руслан, здравствуйте. Мне 21. 3 года живем с молодым человеком. В быту все хорошо, взаимопонимание шикарное. Но когда дело доходит до секса, начинаются ссоры, обиды. Ссоры. В начале отношений я была бревнышком. Не проявляла инициативу, очень стеснялась. Что нормально. В начале отношений тебе было 18 лет. Господи, боже мой. После кучи критики с его стороны на эту тему я стала пытаться исправиться. Учиться заниматься сексом, читать литературу на эту тему. И сейчас наш секс лучше, но парень все равно недоволен. И каждый раз в постели я чувствую себя как на экзамене. Мне тяжело расслабиться с ним из-за плохого опыта в начале отношений. У меня ощущение, что с другим партнером я бы не испытывал этот дискомфорт. Было бы проще начать все с чистого листа. Так как сейчас я, спустя 3 года, говорю парню о том, как и что мне нравится, перестала стесняться. На что он предъявляет мне: ага, может, еще позже сказала бы. После этих слов больше ничего и не хочется ни говорить, ни делать. Стоит ли расставаться только из-за плохого секса? Учитывая, что во всем вашем письме не было ни слова про любовь, естественно, прямо сейчас стоит расстаться вообще. Даже не слушайте обсуждение нашего письма. Мы сейчас начнем нести очередную херню про то, что как важно слушать друг друга в сексе, и как это круто не нести эти всякие травмы и так далее. Это время посвятить тому, чтобы написать ему: пошел в пизду. Слушай, ну мне с трудом верится, что в сексе критика и унижение, а все остальное хорошо. Во всяком случае, в этом письме изложено именно так. То есть человек... Я с тобой согласен, потому что, да, я тоже слабо себе представляю, что ты в быту такой, ну, в жизни заботливый, отзывчивый, да, даришь цветы и все остальное, да. А в сексе такой: ну, ё-моё, Лида! Да, ну, понимаешь, нет? Можно немного повлажнее быть, ну, типа... Не обращай внимания. Это просто, чтобы повеселить 10 человек перед экраном. Ну, я думаю, вы вдвоем выиграете, если расстанетесь. Точно. Слушай, я с тобой про проекцию абсолютно согласна. Обычно, когда один унижает другого, он свою униженность вкладывает в него. Я тоже думаю, что 18 лет, возможно, это первый мужчина, она неопытна, и он использует это как свое превосходство. Не обязательно, что он ее ровесник обязательно. Просто она я предположил, опытна, да. И он то, что можно быть неуверенным в себе в любом возрасте абсолютно. Но то, что ему нужно через это все время получать превосходство, это абсолютно точно. В других сферах она может не замечать то, как он свое превосходство проявляет над ней, потому что это не так чувствительно для нее, да, или она толерантна к этому, она выросла в среде, где за счет нее самоутверждались люди, и для нее это обыденно, то есть все хорошо. А так как секс все-таки оказался для нее, ну, такой сенситивной, да, темой, что они молодые, может, понятно. они еще просто очень часто занимаются, вот это тоже еще. Да нет, ради бога, и прекрасно, просто есть же еще другая какая-то, да, сфера отношений. Я думаю, что там он точно так же за счет нее реализуется. Просто она может это так не замечать. Поэтому я говорю, что я не верю, что все хорошо. Там просто это как бы она пропускает, не так больно. А тут он прям уже ее тыкает. Оль, ты в целом сейчас на весы, на которых уже стоит гиря, ну, чтобы расстаться, еще наваливаешь килограммчики. Конечно, да? Да? И потом нужно понимать, что да, безусловно, иногда люди выбирают способ... так скажем, реализации, даже не реализации, а ощущение, чтобы получить нужное ощущение себя через унижение другого. То есть самоутверждаются. Вот я долго сказала, да, что люди самоутверждаются. Ты забыл слово самоутверждение. Но правда в том, что в гармоничных парах, да, где люди развиваются параллельно, и самоутверждаются не один за счет другого, да, как надстройка, а развиваются параллельно, оба развиваются гораздо быстрее. Потому что в парах, где мужчина или женщина развивается за счет того, что, как это слово? Самоутверждение. Самоутверждается за счет другого, то понимаешь, что, во-первых, этот далеко не уходит, потому что, ну, что такое, типа, реализовываться, ну, самоутверждаться за счет своего партнера. Да. Иди воюй с целым миром. Что ты унижаешь женщину в постели? Ну, что это за... Если он самоутвердился дома, навряд ли он будет самоутверждаться на работе. Да, а в ее случае, как только она где-то себя проявит, как ему покажется круче,
в любой другой сфере, Да. он сразу будет ее осаждать. Бить по голове, да. Бить по голове, совершенно верно. Потому что это вот из разряда, если я ок, то ты не ок. Да? Мгм. Если ты ок, то значит я не ок. То есть вот такие мужчины, как он, не понимают совершенно схему, что вообще и я могу быть ок, и ты можешь быть ок. И мы Так развиваемся вообще мало кто параллельно. понимает, Оль. Ты просто говоришь, Ребят, как такой и мужчина. вы можете быть ок, и ваш партнер может Это быть ок. капец как. Развивайтесь параллельно, и вы будете гораздо более успешны, чем вы будете наступать на голову друг на другу. Мне знаешь, как кажется? Я уж простите, но там на примере своей мамы тоже скажу, но она старого поколения, что ее оправдывает. Что у нас в России зачастую все-таки это связано с более женским полом, что они как будто в браке приносят себя в жертву, понимаешь? То есть замуж выходят вот именно замуж. Да, все выходят замуж такие, все, я вот по дому тут сейчас все будем стряпать, варить, убирать. Он меня будет бить, главное, чтобы не часто. Ну, понимаешь, вот в таком каком-то ключе. Конечно, Было бы конечно. смешно, если бы мне было так грустно. Да. А еще хочу похвалить девчонку, потому что мне кажется, что человек, который в отношении себя может сказать, что вначале в плане секса я была бревнышком, сейчас явно занимается им охуительно. И это то, что больше всего пугает ее парня, который сомневается в своей сексуальности. Да. И он так боится, что вы решите попробовать, как это может быть еще с другими партнерами, что всячески вам пытается доказать, что, в общем-то, вы ни о чем. Да, И да, вас да, унижает. да, И это да. очень грустно, и я вам сочувствую. Я тоже считаю, что время, пока мы об этом говорили, было достаточно, чтобы собрать вещи. Конечно, чтобы найти новую. Но Мать, мы ты ничего чё? не советуем. Просто, может быть, мы вам этим письмом помогли немножко по-другому посмотреть на эту ситуацию и увидеть, что, возможно... Или, может быть, это есть повод поговорить о том, что вообще оба могут быть ок и ок. Я считаю, что секс переоценен, во-первых. С возрастом. Кем? Людьми. Вообще. Я вообще не знаю, блин. Мой идеальный брак выглядит так. Вы вступаете в отношения, Так. проводите как-то круто для себя время, какое-то время. ИП. Потом официально регистрируете брак, делаете детей, и после этого вообще не трахаетесь. Да, только теперь надо в этом признаться. Ну, я имею в виду, Леха говорит, так и есть у всех. Да. Да, только теперь это надо, ну, как-то так официально признаться. Пускай уже кто-то в книгах об этом напишет, понимаешь, типа. Ну, чтобы доверие у кого-то было. Давайте опубликуем какую-нибудь книгу, ну, фейк, но, типа, все проведем, как будто это написал, кто там, Лев Николаевич Толстой какой-нибудь, понимаешь? Ну, те, кому люди доверяют. Там, Достоевского, не знаю, что он написал. «Пиковая дама», а это будет, типа, не знаю, что. Ну, типа, блин. как Очерки бы- сексуальности. Да. Типа, нахуй этот секс, вот так, типа. Не? Я не готова такой писать. Мне так кажется. Ну, серьезно, слишком много все так на сексе завязано. Когда мы по 20 году, я понимаю, все, эндорфины там, все пышет, хочется там по-разному и так далее, и так далее. А потом в браке, когда начинается, мы давно не занимались сексом, да нахрен он нужен? Нахрен он нужен, не? Я не знаю, я не был женщиной, но для мужиков, вот ты в браке, у тебя дети, все. Дальше природа не зря придумала мастурбацию. Не зря. Ей просто надо заниматься не с 16, а там с 40. Ты ходишь к мануальщику, остеопату, поставил брекеты, бросил курить. Ты к чему готовишься? К жизни после 40. Так и выглядит. Я, знаешь, мне кажется, я раньше так думал, но сейчас я на том этапе, что я говорю, это моя последняя попытка. Ну, знаешь, привести себя в порядок, я имею в виду. То есть, если вот это не получится, я такой дальше, ну и... К чему я готовлюсь? Я готовлюсь к счастливой жизни. Да, я же снимаю брекеты, встречаю ту самую лучшую женщину на земле. Мы сразу делаем близнецов, 4. Чтобы уделать этот мир, же понимаешь? Я же не хочу быть счастливым, я хочу уделать этот мир. Вот моя главная задача. Все, мы потом живем до 99 лет. У нас правнуки, прапраправнуки. Все. А эти потом 4 выживают коллективно. Не-не, они все прекрасные люди. Мы с тобой советуемся на протяжении всей нашей жизни, что делать, как и так далее. Они великолепно себя ведут. Один учится в Канаде, другой в Испании. Третий занял нишу Жак Ив Кусто. Понимаешь, ну такие у нас дети. Очень все круто, да. 4 стал партнером Цискоридзе. 4 мальчика.
Просто мне очень симпатизирует Цискоридзе, я тоже хочу, чтобы он был счастлив. Пускай даже за счет своего ребенка, ничего страшного. У нас 4, одного же можно. Блядь, 75% удачных детей, это много. Цискоридзе очень крутой, мне очень нравится. Да, у меня бывают такие периоды, я боюсь людьми. Сейчас у меня период, я смотрю с ним все интервью, то, как он рассказывает, как себя декларирует и так далее. Мне очень нравится. Очень крутой. Очень крутой, вдумчивый именно дядька уже, наверное, можно сказать. Но мне нравится, что он при этом очень воздушный. Я не знаю, там насчет ориентации, скорее всего, ходит много слухов и так далее. Мне плевать до этого. Но то, как он себя подает, это очень круто. То есть я на него смотрю, я не могу сказать, что это слабый мужчина, знаешь, который приписывают, как правило, всем, условно, нетрадиционной ориентации. Я не говорю, что он такой. Я просто говорю, мало ли вдруг. Да, он очень воздушный, но при этом он очень уверенный, знаешь. Тебе нравится слушать, как он рассуждает? Тебе вообще нравится очень круто. слушать, Да. Как он рассуждает, понимаешь, как он тоже против кого-то высказывается. То есть в нем нет жеманности. Он очень воздушный со всеми своими жестами. То, как он сидит, как он одевается даже, что тоже очень круто. Я подумал, что в нашем обществе он все-таки живет в России, да, невзирая на то, что он грузин и мог бы там уже давно уехать. Но он живет здесь, в России. Он прекрасно знает это отношение к тому... если у нас мужчины вычурно одеваются, он все-таки балерон, да, в прошлом, и одежда немного с вопросами. Такая, типа, если первая... Особенно сценическая. Да. Он как будто, в жизни ходит в сценической одежде. Знаешь, вот так вот, грубо говоря. Но то, как он это делает, вообще не моргая глазом, типа, блядь, так и должен выглядеть. Как будто, если все это в одну фразу облачить, если сказать все это одной фразой, как будто у него есть стиль. А стиль же он проявляется во всем, начиная от одежды, заканчивая манерой говорить, философией твоей жизни. И когда все это вместе органично женится, то получаются очень интересные образы, которым интересно наблюдать. Да, а еще мне нравится, что он не боится быть слабым. То есть говорить о своих каких-то... На камеру, да, я вижу его эмоцию. Я вижу ее эмоцию. Там, где даже я бы перетерпел, понимаешь, внутри себя. Я у него это вижу. В глазах, он еще в контакте со своими эмоциями. Да, он вообще их не боится, да. И мне это очень круто. Кайф. Да.